С вами Иван Жданов, и сегодня 30 марта, 35-й день войны. Мы начинаем очередную сводку новостей. Завершились переговоры в Стамбуле. Россия перекрыла газ, а на Восточном фронте снова обстреливают жилые дома. Есть пострадавшие с обеих сторон. Но сначала важная новость, которая появилась еще ночью. Под Белгородом загорелся склад с боеприпасами. Есть видео. Ох, ё-моё, там вообще... Ты видишь? Украинский журналист Бутусов сразу написал, что это результат удара ВСУ. Российская сторона подтвердила, что загорелись именно склады с боеприпасами. Это видно и по самому взрыву. Вот только причиной стал пожар, а не атака Украины. Мы-то знаем, что и в мирное время в России время от времени горели армейские склады. В основном от разгильдяйства. Например, в 2019 году горел склад под Красноярском, а в 2020 году взорвалось под Рязанью. Так что в Белгороде вполне может быть и пожар. Тем временем на Восточном фронте продолжаются обстрелы городов. Утром появилось видео разрушенного дома в Донецке. Российская сторона утверждает, что это последствия обстрела украинской крупнокалиберной артиллерии, что, конечно, вполне вероятно. Говорят о гибели одного человека, еще 6 ранено. С другой стороны от фронта, в Лисичанске сегодня тоже был обстрелян жилой дом. Глава региона Гайдай сообщил, что в 6:30 утра российские войска открыли огонь по жилым кварталам из тяжелого оружия. Количество жертв уточняется. Продолжаются бои в Мариуполе. У нас есть свежие спутниковые снимки, на которых видно, в городе буквально не осталось ни одного целого дома. Это просто Дрезден, самый настоящий, вот вы видите на спутниковых кадрах. По сообщению украинцев, российские войска активно обстреливают в том числе здание, помеченное Красным Крестом. Вот мы видим это на фото. Мы вспомним Мариупольский театр, мы помним, как теперь обстреливают здания с Красным Крестом, как стреляли по роддому, по больнице. Это все уголовное преступление, это военное преступление. Главная новость, конечно, предварительные итоги переговоров в Стамбуле. Российская сторона получила предложение Украины и отправилась с ними к Путину. Но всех гораздо больше впечатлило заявление о сокращении военных действий. Принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Речь идет вот об этом районе боевых действий. Окружить Киев не получилось, о штурме речи даже не могло идти. Поэтому я думаю, что все эти заявления просто попытка замаскировать неудачу российских частей. К тому же отвод войск начался еще раньше, просто потому что части понесли значительные потери в боях за Ирпень, Гостомель, Бучу и Бровары. Им нужно пополнение, поэтому их вывозят в Беларусь. Вот на видео сняли российские колонны в Гомеле. Об этом говорят и западные источники. Но не всем понравилось заявление российской делегации о снижении активности боевых действий. В том числе высказался и Рамзан Кадыров. Надо зайти в Киев. Там есть у них логово, уничтожить логово и после этого дать выбрать украинскому народу, как они хотят жить. Поэтому я говорю и заявляю мое мнение убежденное, как Рамзана Кадырова, как воина, надо завершить начатое, надо не останавливаться, надо зайти в Киев и забрать Киев. Ну, конечно, заберешь ты. Тем временем губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что никакого сокращения активности российской армии в регионе пока не видит. То же самое сказал и советник главы МВД Вадим Денисенко. Пока нет никакого снижения активности, бои возле Ирпеня продолжаются. Ночью продолжались сильные обстрелы Киева. Надо понимать, что все это может быть просто уловкой Путина, и после пополнения российские части вновь вернутся и вновь попытаются окружить Киев.
Мы будем следить за этой ситуацией и обязательно обо всем вам расскажем. Но люди, которые не радуются отступлению, не радуются того, что просто меньше будет гибнуть даже российских солдат, меня удивляет. Это просто очень странные и недалекие люди. Остановились поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа. Об этом сообщил Рейтер, сославшись на газовую компанию Gascade. Пока неизвестно, что произошло, но о каких-то авариях не сообщалось. По остальным трубопроводам газ идет в постоянном режиме без перебоев. Я думаю, что Россия пытается шантажировать Европу, чтобы та покупала газ за рубли. Но все страны отказались покупать газ за рубли, и, возможно, в связи с этим будут какие-то проблемы, но кто, опять же, от этого выиграет, пока совершенно непонятно. Мы продолжим рассказывать вам правду, поэтому обязательно помогайте распространять это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. В 19 часов подробно обсудим события дня вместе с экспертами в нашем вечернем эфире. А напоследок вам покажем видео, которое снял украинский кинооператор Юрий Грузинов. Нам пришлось немного скрыть некоторые шокирующие детали, потому что все это выглядит действительно ужасно, как из какого-то фильма апокалипсиса.